Эта история произошла с бабушкой по имени Клавдия Степановна. Она проживала в небольшой деревне, окруженной сосновыми рощами и недалеко от густого леса. Ее муж, добрый и заботливый человек, умер несколько лет назад, и с тех пор она вынуждена была жить в одиночестве. Клавдия Степановна была сильной и независимой женщиной. Она проводила большую часть времени на свежем воздухе, гуляя по окрестностям своей деревни. В один прекрасный летний день, когда солнце светило особенно ярко, она заметила одинокого волчонка, бродившего по краю леса. Его беззащитность и робость тронули сердце бабушки, и она решила приютить его. Волчонок был маленьким и пугливым, но под заботой и любовью бабушки он стал расти и преображаться. Они проводили много времени вместе, гуляли по лесу, плавали в речке и разделяли свои радости и горести. С каждым днем волчонок становился все больше и сильнее, и вскоре он вырос в красивого и мощного волка. Однажды вечером, когда солнце уже скрылось за горизонтом, а в деревне царила тишина, бабушка услышала странный шум за дверью. Ее сердце замерло от тревоги. Секунду спустя в дверь вломился сбежавший зэк, лицо которого отражало жажду хищника. Он приставил нож к горлу бедной старушки и потребовал ее ценности. Но внезапно, из темного угла комнаты, выбежал волк. Он был грозным и неотразимым, с блеском в глазах, его глаза выдавали сильное желание защитить свою хозяйку. Волк рыкнул громко и ринулся на зэка, ловко уворачиваясь от его ударов. Зэк испуганно крикнул и, полный ужаса, пустился в бегство. Он не смог устоять перед мощью и смелостью волка. Бабушка стояла в ужасе, смотря, как волк преследует зэка до самых границ деревни. Волк вынужден был отступить, так как уже входил в чужую территорию, но зэку не дали ни единого шанса возвратиться. Когда все события утихли и волк вернулся обратно, Клавдия Степановна обняла его и поблагодарила за его храбрость и верность. Волк смотрел на нее с благодарностью и преданностью, словно понимая, что она спасла его от беспросветного одиночества в лесу. С тех пор бабушка и волк стали неразлучными друзьями. Они продолжали гулять по окрестностям и наслаждались моментом. Волк защищал и заботился о бабушке, а она, в свою очередь, предлагала ему свою любовь и заботу. Эта история произошла не только с бабушкой, но и с волчонком, который потерялся и нашел свой новый дом и семью. Их взаимная любовь и доверие показывали, что настоящая дружба может возникнуть даже между двумя такими разными существами, как человек и животное. И, возможно, их история должна нам напоминать о том, что в мире существует много форм любви и дружбы, и что каждое существо заслуживает шанс на счастье и заботу. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.